Войска НАТО все еще имеют шанс попасть на территорию Украины. К лету украинскую оборону россияне могут таки прорвать, а в северокорейских ракетах нашли огромное количество западных комплектующих. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Евросоюз разблокировал более сотни миллиардов для Польши, а убийство Навального переложил на Путина. Но, во-первых, смерть Алексея Навального ужасна. Она дает вам самое четкое представление о том, что, как мы уже знаем, никакая оппозиция не будет терпима. Шойгу угрожает западным странам. У России есть все для того, чтобы встретить любого противника, любого врага, который посягнет на нашу территорию. Врач Джо Байдена доволен тестами президента, говорит, здоровью в порядке. Он не хочет делать из этого политику, он хочет сделать это ради работы. Он хочет сделать так, чтобы убедиться, что мы вам помогли. Он представляет всем вам надежный, всеобъемлющий меморандум. И это то, что мы собираемся сделать. Мы делали это последние 2 года, и мы сделаем это снова. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии, не забывайте подписываться на наш канал, это очень важно. Ну а пока новости. Лидеры западных стран не должны исключать возможность отправки сухопутных войск в Украину, говорит премьер-министр Эстонии. Еще в подкасте для издания «Политика» она говорит, что странам Европы нужно понять, что оборона – это не эскалация конфликта. Я думаю, что мы должны подумать, что еще мы можем сделать, и это мы обсуждали за закрытыми дверями. Мы должны быть открытыми в этом вопросе. Конечно, мы все демократические страны, и мы также должны принимать во внимание общественное мнение, которое есть в разных странах. Но я хочу подчеркнуть, что мы не должны бояться собственной силы, а это значит, что Россия, знаете ли, говорит, что тот или иной шаг – это эскалация, но оборона – это не эскалация. Переговоры на дистанции продолжаются, и эстафету подхватывает министр обороны РФ. Знаете, у них там масса разночтений в связи с этим. Они, по-моему, уже между собой там начали спорить. Причем я бы понимал, если бы они начали спорить, кто вперед прибежит на территорию России. Вот. А они говорят, нет, они сейчас спорят совсем о другом. Никто не собирается, никуда не собираемся. Ну, поживем увидим. Но, во всяком случае, у России есть все для того, чтобы встретить любого противника, любого врага, который посягнет на нашу территорию. Но всех раскрыл Олаф Шольц, который не прямо подтвердил участие британских военных в наведении ударов украинских вооруженных сил. В комментарии для The Telegraph он сказал, что немецкие солдаты ни в коем случае не могут быть связаны с целями, которых достигает система Таурус даже в Германии. Канцлер сослался на подход Великобритании и Франции с их собственной ракетной системой Storm Shadow и заявил, что они помогают в наведении целей. В Кремле сказали, что, конечно же, об этом тоже знают давно. В целом, ни для кого уже не секрет, что британцы действительно оказывают разные формы поддержки Украине и людьми на месте, и разведданными, и так далее, и тому подобное. То есть они фактически напрямую вовлечены в этот конфликт. Ранее издание The Times опубликовало статью, в которой писали о тайной поддержке Украины в военном планировании со стороны адмирала Тони Радакина, начальника штаба обороны вооруженных сил Великобритании. К лету украинская защита может быть прорвана, если западные страны рассматривают вероятность вторжения России в одну из стран НАТО, то в Украине пытаются понять дальнейшие действия Москвы. Аналитики Bloomberg собрали опасения украинского руководства, и там считают, что Путин не отказался от планов захвата крупных городов Украины, таких как Киев или Одесса. Если российские войска достигнут Одессы, они смогут перерезать важнейший маршрут экспорта зерна из Украины через Черное море, пишет агентство. Это также откроет российским военным дорогу на Молдову и Приднестровье. Россия может воспользоваться превосходством в живой силе и техники, пишут авторы статьи. Все из-за нехватки боеприпасов. Оккупанты могут начать новое наступление как раз к лету, как об этом, к слову, и говорил президент Украины. Врач Байдена остался доволен тем, как президент прошел ежегодный медосмотр. Джо Байден общался с медиками в военном госпитале в пригороде Мэриленда, и врач его заявил после, что президент, цитирую, в полном порядке. Конец цитаты. Все это на фоне опасений по поводу его возраста и здоровья. Ему 81, и президент стремится к переизбранию в ноябре.
О характере опасений можно судить, послушав вопросы, которые задавали журналисты пресс-секретарю Белого дома, и, конечно, ответ на них. Что касается того, что вы спрашивали меня о когнитивном тесте, то он имеет к этому отношение. Послушайте, вы знаете, президенту не нужен когнитивный тест. Это не моя оценка. Это не моя оценка. Это оценка врача-президента. Это также оценка невролога. Через пару часов мы, конечно, сделаем этот подробный всеобъемлющий меморандум, как мы делали это последние 2 года, доступным для всех вас. И причина, по которой я сказала, что я не врач, заключается в том, что его собственный врач, его личный врач, а также невролог, сказал, что нам не нужно проводить когнитивный тест. И поэтому, послушайте, доктор также сказал, что, послушайте, он здесь профессионал. Он не хочет делать из этого политику, он хочет сделать это ради работы, он хочет сделать так, чтобы убедиться, что мы вам помогли. Он представляет всем вам надежный, всеобъемлющий меморандум. И это то, что мы собираемся сделать. Мы делали это последние 2 года, и мы сделаем это снова. На видео, снятом после посещения медиков, кажется, что президент действительно чувствует себя нормально, во всяком случае на трапе к вертолету ни разу не споткнулся. В северокорейских ракетах, которые были переданы России для обстрела Украины, были найдены компоненты западных и китайских компаний. Об этом пишет «Украинская правда», ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах. Среди компаний-производителей электронные компоненты, которых КНДР использовала при изготовлении баллистических ракет, такие компании, как немецкая Siemens, американский Fairchild Semiconductor International Incorporated и Analog Devices Incorporated, японская NSK Ltd и NSK Automation, китайская Zhonghuai и другие. В частности, в ракетах, которые упали в Оболонском районе Киева в феврале, содержатся западные микроконтроллеры, флеш-накопители памяти, преобразователи, источники питания, усилители и так далее. Еврокомиссия выделит почти 1,5 миллиарда евро польским фермерам. В целом, там разморозили 137 миллиардов евро для Польши. Это те средства, которые должны были перевести еще раньше. Они предназначались для фонда восстановления после пандемии и политики сплочения для Польши. Но транш был заморожен из-за отхода предыдущего польского правительства от норм Европейского Союза. Сегодня Европейская комиссия приняла 2 правовых акта, которые откроют Польше доступ к финансированию ЕС на сумму до 137 миллиардов евро. Эти меры направлены на повышение устойчивости и конкурентоспособности экономики страны, продвижение зеленой энергетики и перехода к цифровым технологиям, а также поддержку здравоохранения и экологически чистой мобильности. Еще Европарламент принял резолюцию, в которой сказал, что убийство Навального – это дело рук Путина. Депутаты поддержали и стремление Юлии Навальной продолжать дело своего мужа, и всех людей в РФ, которые продолжают говорить правду. Председатель Европарламента Роберта Мецола заявила, что, цитирую, «мы никогда не признаем результаты предстоящих выборов в России, назначенных на середину марта». Но, во-первых, смерть Алексея Навального ужасна. Она дает вам самое четкое представление о том, что, как мы уже знаем, никакая оппозиция не будет терпима. И даже реакция, которую мы наблюдаем после его смерти – возмущение. И преследование российскими властями всех, кто выражает это возмущение, символизирует для нас ситуацию, в которой сейчас находится Россия. И это абсолютно тот случай, в котором мы никогда не признаем результаты предстоящих российских выборов. 2024 год – это год выборов. Когда мы смотрим на выборы, происходящие во многих странах мира, на многочисленные демократические мероприятия, то, что происходит в России и как утверждается на оккупированных территориях Украины, определенно не является демократическим. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Жду ваших комментариев, лайков и репостов. Это важно для нас и для вас тоже, ведь так нас становится больше. И YouTube понимает, что это видео можно показать еще кому-то. У меня на этом все. До встречи и хороших вам новостей.